Не каждый может сказать, что у него 3 дня рождения. Да, это, конечно, перебор, но что поделаешь. Так уж сложилась моя жизнь. Я сам этого не планировал. В первый раз я чудом выжил в первой чеченской кампании. Я, молодой офицер, попал туда, даже толком не зная, куда нас направляют. После тяжелого ранения в госпитале врачи почти не давали шансов на выздоровление. Но мой молодой организм взял свое, и к великой радости моей матери я вернулся домой. Моей маме понадобилось много сил и здоровья, чтобы поставить меня на ноги. Может быть, именно это и подорвало ее здоровье и сократило ее жизнь. После долгой реабилитации я наконец-то вернулся к нормальной и полноценной жизни. Но многие мои товарищи не смогли. Я даже не говорю о тех, кого мы потеряли навсегда. Они вернулись домой в цинковых гробах грузом 200. Вечная память им. Но те, кто был физически изувечен и психологически сломлен, я тогда встречал таких очень много. И это сильно меня беспокоило. Я видел, что надеяться особенно не на что. Государство помогало немногим, или помощь шла слишком долго, годами. А людям нужны были протезы, инвалидные коляски, дорогие лекарства, просто чтобы существовать. Понятно, что и стране было тяжело. Середина 90-х. Государство только начинало выбираться из безработицы и нищеты. Бизнесы едва выживали, держались на плаву, везде не было работы, царила преступность и бандитизм. В стране гуляли братки всех мастей и костюмов. И вот в это время мне чудом удалось наладить свой собственный бизнес. Сначала все шло тяжело, но как-то потихоньку пошло. Появились заказы, я даже нанял небольшую бригаду работников. Вскоре мое дело начало приносить прибыль. Для того времени это было скорее исключением, чем правилом. Единственное, что не давало мне покоя, это то, что многие мои товарищи все еще оставались без государственной поддержки и были брошены один на один со своими проблемами. И тогда я решил сам помочь своим друзьям, взять на плечи заботы о своих покалеченных товарищах. Взвесив все за и против, рассчитав риски, я решился на небольшой рекламный банковский кредит под довольно выгодные условия. Мой бизнес процветал, и я был уверен в своих силах. Думал, с выплатами проблем не будет. На эти деньги я купил несколько колясок для тех, кто был обездвижен, заказал изготовление нескольких протезов, оплатил поездки в санатории на реабилитацию, купил дорогие импортные лекарства. Какое-то время мне действительно удавалось вовремя платить по кредиту. Но времена меняются, и в какой-то момент что-то пошло не так. Мой бизнес рухнул, и я стал неплатежеспособен. Меня начали трясти кредиторы. Никакие объяснения или просьбы об отсрочке не помогли. Меня поставили на счетчик. К тому времени моей мамы уже не было в живых, и мне пришлось продать квартиру. Но этих денег не хватило, чтобы покрыть долг по кредиту, проценты и штрафы. Мне стали угрожать расправой. Надо было что-то делать. И тут один мой друг, бывший военный, предложил спрятаться у своего крестного, где-то в глубокой тайге Иркутской области. Дядя Аркадий был охотником и жил на своем лесном хуторе, вдали от деревень. Как настоящий отшельник выбирался из леса только по необходимости. Сотовой связи тогда еще не было, как сейчас. Я написал письмо крестному с просьбой помочь, скрыться на время. Ты найдешь в деревне охотника по прозвищу Ингу, он тебя отведет к Аркадию. Не переживай, друг, все будет хорошо. Переждем. Если Бог даст, все со временем уладится, написал мой товарищ. И я решил ему довериться. На следующий день я вышел в путь, замел следы, чтобы меня не нашли. Через 10 дней я прибыл в нужную деревню. И уже через пару дней я был у дяди Аркадия в лесном доме. Видимо, мой друг хорошо отозвался обо мне в письме, потому что этот мрачный и суровый егеря оказался добрым и радушным человеком, готовым помочь во всем. Он пообещал научить меня охотиться,
хотя я и сам в войне стрелять умел. Так началась моя лесная жизнь в далекой тайге. Оказалось, что Аркадий Валерьянович воспитывал раненого медвежонка. Он потерял мать, а егеря нашел малыша в лесу, совершенно истощенного. Мы вместе с егерем ухаживали за диким зверем, подкармливали, заботились и сильно к нему привязались. Малыш рос очень быстро, прибавлял не по дням, а по часам, и уже через несколько месяцев стал довольно крупным молодым медведем. Пока он был маленький, он везде ходил за мной, и за грибами, и за ягодами, и просто гулять по тайге. Первое время он даже любил лежать у меня на коленях. Дядя Аркадий смеялся. «Ты только не сильно к зверю привязывайся, а то уйдешь, и что мне потом с ним делать?» На зиму он залег в берлогу, как и положено медвежьей природе. А в апреле вернулся, отъелся за зиму. «Не забыл меня, друг», — говорил тогда дядя Аркадий. И я был счастлив. С Пахомом, так мы его назвали, в тайге было веселее. К лету он окончательно откормился, подрос и стал настоящим взрослым зверем. И вот в конце августа меня все же нашли мои кредиторы. Точнее, не они сами, а те братки, которых они наняли. Как нашли — загадка, но теперь это уже не важно. В тот момент ни Аркадия Валерьяновича, ни Пахома рядом не было. Егерь ушел по делам в отдаленные места, Пахом где-то охотился в тайге. Я сразу понял, они приехали убивать. Брать с меня все равно было нечего. Меня били долго и жестоко. Сначала я пытался сопротивляться, ведь я все же бывший военный офицер и просто так свою жизнь бы не отдал. Но силы были неравны. Не знаю, почему они меня просто не застрелили. Наверное, это было бы слишком просто и легко. Они хотели меня максимально изнурить. Потом мое безжизненное тело они вытащили от избушки, бросили в мелкую яму с ветками и корнями на дне и закопали. «Собак — собачья смерть», — сказал главный из них и сплюнул на свежую могилу. Через сколько времени я очнулся, не знаю. Надо мной были ветки и листья. Спина болела ужасно. Я пошевелил руками и ногами, понял, что жив. Но как выбраться? Я живым оказался похоронен в тайге. Меня спасло только то, что ветки и корни образовали под землей пустоту, и у меня была возможность дышать. И еще братки, будучи уверены, что я мертв, не стали утруждать себя засыпкой земли. Вдруг я услышал над собой шорох, обнюхивание. Это был Пахом. Я сразу понял, это он. И, собрав последние силы, начал звать его и пытаться пошевелиться. Пахом почувствовал меня и начал раскапывать. Он яростно рыл лапами землю, вытаскивал ветки и хворост. Через какое-то время мне удалось выбраться из могилы. Так я родился снова. Пахом, увидев, что я жив, развернулся и ушел в лес. На следующий день вернулся дядя Аркадий. В тайге он наткнулся на лагерь моих убийц. Проверять, что там, он не стал. И так все было ясно. Пахом нашел их и отомстил за друга. Он разорвал их всех, живыми никто не ушел. Теперь никто не знал, где я, а кредиторы думали, что я мертв. Я остался жить в тайге еще пару лет. И только когда узнал, что ни банк, ни те, кому я что-то должен, больше не существуют, я вернулся в родной город. Хотя с тех пор все чаще скучаю по своим тайговым друзьям и всерьез задумываюсь о том, чтобы вернуться туда навсегда. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.